Жена с дочкой еще спали. Я аккуратно закрыл дверь и торопливо спустился по лестнице. Опаздывать было нельзя, ведь я теперь директор собственной фирмы. Должен соответствовать. Выйдя во двор, я собирался сесть в машину, но заметил соседского мальчика, который с утра уже был на улице. Он кричал на маленького лохматого щенка, который, положив возле его ног палочку, смотрел на него своими большими глазами. «Иди отсюда! Убирайся!» — кричал мальчик. Щенок отскочил в сторону, продолжая смотреть на него с надеждой. Я подошел к Гришке и спросил: «Ты чего на него так ругаешься? Смотри, как он тебя любит, а ты...» «Не нужен. Он мне. Дворняжка несчастная. Родители мне породистого купят на день рождения», — ответил Гришка, надув губы. Щенок, как будто понимая, что мальчик его не любит, заворчал и лег, вытянув лапы и положив на них мордочку. «Породистого, да, говорю-то, говоришь». Я горько ухмыльнулся, вспомнив себя в детстве. Породистый — это хорошо, но уверен ли ты, что он тебя так же будет любить? Смотри, дождик на него капает, а он лежит и ждет, когда ты перестанешь сердиться. Гришка нахмурился, а потом сказал: «Пацаны говорят, что он беспородный, с такими только неудачники ходят». Знаешь, я в детстве тоже так думал. Мы тогда в деревне жили, там было много всякой живности. И вот однажды ко мне такой же щенок прибился. Выбрал меня хозяином, как этот тебя. Я указал на щенка, который лежал мокрый под дождем, и добавил: «И знаешь что? Я его предал». Гришка удивился и спросил: «Как?» «А вот так», — ответил я. «Помню, как мы с ним целыми днями играли. Он был умный, все команды освоил. Даже пацаны завидовали мне. А потом одному мальчишке из нашей компании купили породистого щенка. С паспортом, представляешь?» Гришка кивнул, и я продолжил. Все стали бегать за ним, восхищаться, а на моего щенка уже никто не обращал внимания. Даже смеялись, говорили: «Дворняжка, беспородный». Я улыбнулся, взглянув на Гришку, который уже молчал, слушая меня. «И вот однажды, — продолжил я, — мы собрались с пацанами на поляне за деревней. И тут Димка с своим породистым щенком пришел. Все опять начали его хвалить. Обидно мне стало, что все внимание ему, а на моего день никто. Я сказал: «Смотрите, мой новые команды выучил. А пацаны давай смеяться, говорить, что мой щенок только тявкать может». И тут Лёшка взял засохшую коровью лепешку и кинул ее моему Рексу вместо палки. Щенок подскочил, как всегда, и проглотил кусочек. Пацаны начали смеяться. «Фу, твой щенок коровьими лепешками питается». Я рассердился и закричал: «Да пошли вы!» и пошел домой. А Рекс побежал за мной, не понимая, что происходит. Я развернулся, чтобы отогнать его, и пнул его со всей силы. Он подлетел, перевернулся и упал. Пацаны снова начали смеяться, показывая пальцами на нас. А я до сих пор помню глаза этого щенка. Он смотрел на меня с таким грустным выражением, как будто понял, что я его больше не люблю. Я до сих пор проклинаю себя за тот поступок. «И что дальше было?» — спросил Гришка. А дальше всю ночь я не спал. Буря бушевала, дождь лил, а мой Рекс где-то в такую погоду был один. Я ругал себя за то, что прогнал его, и думал, как он меня любил. Когда рассвело, я побежал искать его. «Нашел ты?» — спросил Гришка. Нашел, только поздно. Он лежал на нашей поляне в луже и не дышал. «Почему не дышал? Он умер?» «Умер, подтвердил я. Я тогда его гладил и просил прощения. Но он уже не мог меня простить. Он не лизнул меня в нос, как всегда, не заглянул в глаза. Он просто лежал, и я не мог уже ничего изменить. «И что ты понял?» — спросил Гришка. «Я понял, что он не от дождя или ветра умер. Он умер от того, что я его предал». Гришка посмотрел на меня, вытирая слезы.
«Не повторяй моих ошибок», — сказал я. «Друзей не выбирают по породе, а по зову сердца». Гришка схватил щенка на руки и прижал к груди. «Я его никогда не предам», — сказал он решительно, все еще с мокрыми глазами. Он ушел в подъезд, а я улыбнулся, понимая, что этот мальчик настоящий. Время потратил не зря. Поглянув на часы, я понял, что опоздал. Ну ничего, это того стоило. В жизни бывают вещи гораздо важнее карьеры и бизнеса.